Намаскарам, друзья! Транзит кармических узлов Раху и Кету на предстоящие 1,5 года. Сегодня буду говорить о первом элементе воды и обо всем, что с ним связано, именно с кармической памятью. Как она работает в наших телах, как она работает в наших умах, как она передается из жизни в жизнь и что можно с этим сделать в процессе, который называется транзит кармических узлов. Почему это время сейчас настолько важное? Ибо же каждый промежуток времени в нашей жизни, он отведен нам под совершенно конкретную задачу, которая обусловлена в большей степени теми событиями, которые были до нашей жизни, предшествовали нашей жизни. Именно в этом нам помогает разобраться, конечно же, в первую очередь кармический лунный узел, который южный, или Кету. Ибо же его сила, она связывает нас, и она связана, в общем-то, с энергиями, с действиями, решениями, людьми, отношениями и прочими историями из прошлых жизней. И анализируя ее в карте рождения, опытный астролог может увидеть, до какой степени у этого человека в текущей жизни будут сложные кармические уроки. Тот дом, в котором в карте рождения находится Кету, там показано, что человек приобрел определенные таланты из прошлых жизней, определенные компетенции, умеет что-то делать по делам, связанным с этим домом и с тем знаком, где он находится. И обязательно, так как это является кармическая связь, необходимо будет отдать какой-то долг. Но не в негативном смысле. Иногда этот долг вам отдают. То есть Кету — это не обязательно потеря или разрушение, это резкое изменение. И вот разобраться, будут вам отдавать или вы будете отдавать, конечно же, здесь нужно смотреть, с кем связан Кету. Ибо же управитель того знака, в котором он находится, показывает, где будет происходить взаимообмен. Наиболее сильное, конечно же, влияние этого лунного узла, когда идет период в карте рождения, именно период Кету. Идет несколько лет, и за эти несколько лет у человека может все очень глубоко измениться, как в материальном, так и в духовном смыслах. Это может быть резкое стремительное падение на самое дно по общественным меркам, и может быть наоборот взлет по материальным и общечеловеческим меркам, и может быть духовное раскрытие, воспоминание, просветление, много всяких вещей, ибо же когда идет транзит, это значит сильное влияние. Особенно если он у вас еще связан с другими планетами, и получается там очень много связей по разным сферам. Немножко слабее, конечно же, когда идет подпериод, внутри периода подпериод Кету идет. И там 15-20% дает именно транзит, о котором я сегодня буду рассказывать. Рассказывать буду сегодня больше о том, что с этим делать, а не как он будет влиять. Поэтому сегодня будет очень интересно. Смотрите обязательно до конца, ибо же в каждой части будет что-то свое очень уникальное. Итак, транзиты. Что же они показывают? В данном случае транзиты, которые связаны с кармическими узлами, они показывают нам Рнану Бандхи. Это один из видов кармических связей. На санскрите это означает, что это какая-то связь произошла с человеком, с событием, с действием, с божеством и так далее в прошлом. И она тебя Рнану Бандха. Бандха — это как бы узел, а Рнану — это связывающая. И она относится к концепции алгоритма, как работает карма. Ибо же она является его такой мощной частью. Потому что по сути, она описывает физическую память или связь, которая переносится нашим сознанием из воплощения в воплощение. То есть душа, когда она перерождается, она приносит с собой совершенно конкретный набор эмоций, реакций, предпочтений и, конечно же, благословений и проклятий. Внутри благословений и проклятий всегда присутствует определенное количество психической энергии того, кто наложил это проклятие, либо же это благословение. Мудрецы дают благословение, и мудрецы дают проклятие. И здесь тоже нельзя смотреть на это как однобоко, черно-бело, что вот проклятие. Иногда и очень часто я встречаю в ведических писаниях, в Пуранах, где описывается жизнь предков о том, как мудрец дает проклятие какому-то царю или еще кому-то, которое впоследствии ему помогает избежать еще большей проблемы. Так вот, внутри каждой из этих действий Рнану Бандх, они бывают разные, они не связаны с какой-то родовой кармой или еще что-то. Они могут быть связаны, но совсем не обязательно. Это индивидуальная твоя задача, назовем ее так, которая образовалась в процессе того, что ты взаимодействовал с кем-то,
какими-то физическими или психическими инструментами в этом проявленном мире, в пракрите. То есть она может проявляться как определенные, ну скажем так, связи, даже когда мы жмем друг другу руки. Мы жмем руки, мы обмениваемся. Здесь у нас в центрах ладошек находятся очень тонкие каналы, передающие энергию по нашему телу. И если вы замечали, мудрецы, они дают благословение вот так, открывая ладонь. Отсюда канал энергии идет и благословляет тех, кто приходит к мудрецу или приходит к какому-то садху. Именно вот таким жестом происходило благословение. Можно еще там мудры использовать, это все там еще очень специально происходит взаимодействие. Что такое Рнанубандха? Самое сильное происходит, конечно же, это когда интимная близость. Это когда ты физически лишаешь кого-то жизни. И когда ты пользуешься какими-то артефактами или предметами, которые, ну, еще называются амулеты или там различные сакральные штуки. В них, в этих 3 действиях заложена максимальная сила. Конечно же, их много разных всяких есть. И вот перечисляется, что Рнанубандху это... Ну, к примеру, да, давайте я вам приведу пример. Когда вы берете в банке кредит под что-то, что бы то ни было, вы остаетесь должником этому банку, пока вы не выплатите проценты и все тело кредита. Правильно? Точно так же и здесь. Вы, когда с кем-то взаимодействуете, вы отправляете психическую энергию, получаете ответ. И в соответствии с тем, насколько было взаимодействие уравновешено, образуется вот это Рнанубандха. Если оно взаимоисключающее, то есть, ну, например, вы пришли к профессионалу, который сделал для вас какую-то услугу, вы заплатили деньги, сколько он вам сказал, вы не просили, не клянчили скидок, или вы там не обманывали, не выдумывали, все, по нулям, вы идете дальше. Или же вы пришли и говорите, ой, там так и сяк, и там тянете с выплатой или еще что-то, образуется Рнанубандха. И вы становитесь должником этому человеку. Не в этой, так в следующей жизни. И фишка заключается, основная, вот я только недавно до этого докопался, что нельзя ее отдать другими методами, натурой, например, если ты должен деньгами. Чем ты заработал, ты так ее должен отдать. Не обязательно этой душе, но обязательно этим способом. Убил животное, оно имеет право убить тебя в следующей жизни. И эти Рнанубандхи, они в некоторых тантрических текстах описывается, что оно длится, ну, если это, например, было проклятие, до 7 поколений. Либо же благословение работает до 7 поколений. Иногда бывает так, что в семье смотришь, у всех все было там более-менее нормально, а тут вот раз, и как-то вот все пошло под откос. Это значит, что закончилось какое-то благословение, наработанное предками, и все. И душа попала уже в эти условия, в которые ей уже ничего не полагается, от рода ничего не полагается, все стремительно разрушается для того, чтобы произошло что-то новое. Давайте я вам зачитаю, это очень интересно, какие виды бывают Рнанубандх, то есть как они связывают нас из прошлых жизнях, в том числе ежедневно мы зарабатываем в этих жизнях эти кармические связи. Это не долги, это причинно-следственный механизм Рнанубандха. Итак, есть физическое, то, что это даже объятия, там различные взаимоотношения физические с людьми, поцелуи и прочее остальное. Также может быть вызвано отношениями, то есть это то, что в роду происходит. Может быть сексуальными отношениями, это самое сильное. Может происходить как передача каких-то предметов. Вы кому-то соль дали, или вы кому-то какой-то предмет дали и не вернули, или взяли, не вернули и так далее. Это не то же самое, что генетика. Он отличается от генетического наследования, которое делает генетический материал от родителям к детям. Именно поэтому оно отличается. Рнанубандха – это не родовая история, это индивидуально приобретенная, понимаете, в чем вся суть. И Рнанубандха может влиять на физический, эмоциональный, психологический и энергетические уровни. Вот так описывается. Техники очищения, ну, одна из таких наиболее мощных техник – это, конечно же, узнать, каким образом ты заработал эту Рнанубандху, почему ты страдаешь с тем или иным человеком или в той или иной ситуации, и таким же способом вернуть ее. Это могут делать медиумы, подсказывать, если они толковые. Это может сделать астролог, если он очень глубоко и прям сильно опытный, разбирается. Я там дальше расскажу, по чем можно смотреть. И это можно сделать путем очищения 5 первоэлементов, из которых состоит наша физическая память, так называемая панчабхута крия, когда мы очищаем с помощью взаимодействия с мантрой и определенными действиями с 5 первоэлементами. Это целый ритуал, мы ее в Таиланде обычно даем, кто к нам приезжает на ритуал. Сильно работает, можно от нее освободиться. Итак, что вот я сейчас вам рассказал. Кету относится к тому, что это часть, сигнификатор определенного кармического механизма. Внутри этого механизма есть Рнанубандха, та, которая не связана с родовой кармой на 100%, но может быть частью ее. И это больше индивидуальная, которая
не может быть выплачено любыми другими методами, кроме как тем, которые ты заслужил. Здесь, в Таиланде, очень сильно это чувствуется. Люди знают, что здесь вот с воровством, особенно на островах, практически ничего нет. Потому что они знают, что если ты своровал здесь или обманул, это означает, что в следующей жизни или уже в этой жизни тебе придется все равно вернуть и вернуть в 2 раза больше. Посему Рнану Банху можно лишь только отработать, делая действительно прям с этой секунды, с этой минуты, как только вы услышите это видео, делать, стараться всегда так, чтобы вы никому не были должны. Даже если вам кажется, что кто-то там вас обманывает, но при этом вы ничего сделать не можете, вы начинаете злиться и вставлять какие-то там свои новые палки в колеса или еще что-то, вы зарабатываете еще сильнее Рнану Банху. Видите тяжелая ситуация, отпустите ее и так далее. Ну, давайте я вам приведу пример между людьми, у которых есть любовь. Есть такая Рнану Банха, любовная Рнану Банха. Она представляет собой кармические отношения. Что это такое? Это когда у вас, ну или у любого человека, есть ощущение, что ты знаешь другого человека уже не одну жизнь. И у тебя есть очень глубокое, сильное влечение к этому человеку. И ты прям не можешь объяснить, что это происходит. И ты можешь быть женат или замужним, а и появляется какой-то персонаж в твоей жизни, который... Ты просто понимаешь, что ты не можешь жить без него или без нее. И все, ты что-то должен обязательно с этим человеком, какая-то должна произойти у тебя связь. Но только никто не учит и не объясняет, какая связь и как узнать, что с этой связью можно делать. Почему так происходит именно в неудобные моменты? Потому что семена кармы, которые в нас засеяны, и тот вот кету, в каждого у карте, он же транзитом движется по своим домам, сейчас буду рассказывать там дальше, по каким домам он движется. И он определенные делает вспышки в сознании и говорит, сейчас должна проявиться вот эта связь, ее нужно отработать. И появляется тот или иной человек, и ты залипаешь на него. И ты понимаешь, что ты эту семью не можешь бросить, и тут нужно что-то тебе решить, и начинаешь мучиться. Ты просто начинаешь сильно мучиться. Это я сейчас не про любовниц или любовников, это нечто глубокое, которое, просто тебя сносит. И очень редко эта связь, она приходит как гармоничная, когда люди находят друг друга, образуют там или семью, или какой-то совместный проект, и действительно очень здорово, мощно поддерживая друг друга, развиваются в этом мире и духовно, и материально. Есть такие примеры, но чаще они вот такие, которые заставляют пострадать твою душу, именно очень серьезно пострадать твою душу. Потому что когда ты в незаконных любовных отношениях находишься, ты сразу автоматически страдаешь. Нет, так описано в текстах, невозможно наслаждаться любовными отношениями по-настоящему, когда они незаконные. Так внутри зашито, что ты страдаешь, ты чувствуешь, что это не твое. Но у тебя есть связь, Рнану Бандха, и ты должен как-то ее отработать. И что ты здесь делаешь? Ты либо углубляешься, и в следующей жизни страдания будут еще сильнее, потому что тот человек, которому ты приносишь в своих отношениях, получается любовный треугольник, ты его либо ее заставляешь страдать, здесь не можешь реализоваться, и вы несете всю эту кабалу еще туда. И там еще дети ввязываются, бабушки, дедушки, понимаете, да, и получается такая паутина, из которой ты не можешь выпутаться 100 тысяч жизней, 100 тысяч воплощений. Почему так происходит? Потому что Рнану Бандха или память, прикосновение. Почему не нужно вот флиртовать с девушками, с мальчиками до замужества? И целомудрие считалось и всегда считается. Это самое важное, что должно быть у девушки, ну и у парня тоже. Раньше для того, чтобы хороший получился толковый молодой человек, да, на которого можно положиться, он до 21 года не должен был иметь взаимосвязь с женщинами. Да, то же самое с женщинами. Это в Ведах можете почитать. Здесь же у нас сегодня про кармические узлы. Я не буду так глубоко углубляться. Я хочу вам показать, что с этим дальше делать. Ее просто так разорвать невозможно. Как я уже сказал, что внутри находится психическая капсула, энергия, которая хранится в астральном теле. И это астральное тело, оно несет из жизни в жизнь. И если ты не начинаешь ее здесь разбирать, а что это означает? Ты либо узнаешь, что это внутри и как с ним проработать, либо ты собираешь всю свою силу воли в кулак и говоришь, я хочу остановить эти страдания. И только лишь тот, кто сильный в этих отношениях любовных, которые кармические, которые сексуальные, Рнану Бандха. Ведь даже есть такие случаи, уже, по-моему, даже научно подтверждены, что если женщина, у нее был какой-то травматический опыт, какой-то разрыв был сексуальный, и она очень любила этого мужчину, и они расстались. Затем у нее от другого мужчины рождается ребенок с чертами либо характера, либо даже с физическими признаками, такими, как были у первого ее любовника.
Представляете? То есть она прошивается прям до уровня ДНК, когда из этого материала, который смешивается папа и мама, из этого материала появляется вот это впечатление Рнану Бандху, отражается в ребенке. Представляете, как она глубоко прошита? Что здесь делается? Либо ты собираешься с силами и говоришь, я очень мощно готов выйти из этих отношений, и я хочу завершить эту историю. Тебе для этого нужно собрать психическую силу. Есть там много разных методов, как собрать психическую силу. И самый первый, конечно же, это не терять семя для мужчины, ну и для женщин тоже. То есть это сократить количество секса. Второе – это дистанция. Третье – это изменить обстановку. Четвертое – это пойти к духовному наставнику, у которого есть опыт, как это сделать. Очень сильно для освобождения от различных кармических узлов помогает пространство, в котором есть суровая дисциплина, в котором есть наследие предков, в котором есть совершенно конкретные, четкие, прописанные правила, как необходимо себя вести и что необходимо делать со своим умом, со своим телом и со своей речью, для того, чтобы правильно настроить себя и быть как самурайский меч, очень острым, и в необходимости можно достать из ножен и сделать необходимое харакири тем проблемам, которые тебе прилетели в жизнь. Этому можно научиться в Японии. Одно из самых мощных и сильных средств, которое предлагает эта восточная страна, это медитация дзен. И те куэны, которые они дают, они разрушают именно ментальную связь, которая образуется у нас в Рнану Бандхах. То есть то, что хранится в наших самскарах впечатлений. То, что невозможно просто так выбросить из своей головы, потому что у тебя постоянно настойчивая идея связаться с этим человеком или как-то взаимодействовать с той или иной ситуацией. Вот в Японии мы живем в монастырях, мы практикуем глубокую технику медитации, и каждый на своей коже может прочувствовать, как это мощно. И знаете, что я вам скажу? Самое главное, что если у вас есть возможность попасть в такое пространство, как поехать в Японию и в монастыре пожить, поехать на Кайлаш и помедитировать там в каких-то пространствах, это дает вам один шанс на миллион. Если сейчас у вас есть эта возможность, и вы ей не воспользовались, ее может больше в жизни не появиться, потому что тело стареет, болеет, потому что финансы постоянно неустойчивы и так далее. Не упустите свой шанс. Если вы чувствуете, что вам необходим глоток воздуха океанического, присоединяйтесь. Мы этой осенью, уже половина группы сформирована, есть еще несколько мест. Жить будем в монастырях, пить будем японский чай, практиковать дзен-медитацию и проводить вот такие духовные беседы, которые я даю здесь на YouTube. Ссылочки я, как обычно, оставлю под этим видео. Присоединяйтесь, будем рады вас видеть в нашей команде. Но давайте вернемся к реалиям нашей жизни. И я обещал рассказать, что как можно в карте, это для тех, кто интересуется джотиш-астрологией, как можно в карте посмотреть. Например, суть кармических связей можно увидеть по дробным картам. Дробная карта, например, если вас интересуют отношения, вы смотрите Венера, смотрите дробную карту 7-ю, смотрите, с кем связана Венера, смотрите, как от нее далеко Кету и какие у них взаимосвязи, в каких они находятся накшатрах. Если вы в целом хотите посмотреть, насколько тяжелая или легкая, или там еще чего-нибудь, обязательно тогда смотрим D9. Карта есть такая специальная, в которой вы смотрите Атмакарака, показатель души, в D9. Если она связана с кармическим узлом, это значит, жизнь будет наполнена страданиями. Если нет, если там какие-то есть аспекты интересные или взаимосвязи с Юпитером, благостным или еще что-то, тогда есть возможность уйти или избежать, или смягчить и так далее. Теперь давайте расскажу об особенностях транзита Кету непосредственно по знаку, по полю энергии Льва. Это огненное поле, по которому идет огненный Кету, и это не самая простая, ну скажем так, комбинация. К чему она приводит? Когда заходит кармический узел со своими уже заготовками, он же уже не готовит ничего, он приносит и говорит, пользуемся вот этим, делаем вот это. Он приносит очень тонкий, но сильный сдвиг в нашей эмоциональной и психической структуре. Очень мощный, когда он заходит во Льва, потому что Лев – это экзальтация эгоистической энергии. Это шакти, которая называется Ахамкара. Это означает, что та энергия, которая приземляет наше духовное начало, приземляет в теле. Она опускается через макушку, опускается вниз. Это наше эго. Оно нужно, оно очень важно, вот, и оно выполняет нужную функцию. Когда Кету заходит во Льва, оно говорит, что оно начинает ослабевать, и тогда освобождается нижняя часть. Это та шакти, которая называется кундалини, которая может подняться вверх.
Вот что происходит. Это мощный сдвиг происходит. И люди начинают в этот момент, абсолютно все, меньше тянуться к славе, к какому-то социальному успеху, а больше все-таки идти к смыслу, к ощущению духовности, к ощущению значимости того, что твоя душа должна в первую очередь развиваться здесь. Не тело твое быть украшено какими-то украшениями, татуировками или еще чем-то, или регалиями, погонами и всем остальным. Она должна наполняться смыслами. Ключевые аспекты, которые я вот хочу вам показать, на экране чуть появятся. Значит, первое – это кармическое очищение. Когда кету заходит во льва, означает, что это период кармического очищения, особенно в областях, связанных с эго, лидерством, личным признанием и творчеством. Творчество начинает прям стремительно расти. Это внутреннее осознание и отстраненность. Этот транзит, он побуждает нас выходить за рамки поверхностного подтверждение того, что есть регалии и прочие дела, и дает нам такую внутреннюю уверенность. Это может служить что угодно, потому что кету во льве, он побуждает на креативность, художественное выражение различными нетрадиционными способами. Социальная трансформация и перестройка. Влияние кету побуждает нас делать переоценку карьерных целей, финансовых привычек, личностных целей. Это приводит к потенциальным сдвигам в этих областях. Многие ощутят трудности с поиском настоящего лидера или авторитета, что потенциально приводит к желанию отстраниться от традиционных лидеров, ролей или каких-то взаимосвязей и служения людям, которые недостойны этому. Духовный рост. Транзит, конечно же, подчеркивает духовные исследования и более глубокое понимание себя и своего места во Вселенной. Это прям то, что нужно будет сделать. Финансовые сдвиги могут быть следующие. Транзит может вызвать необходимость переоценки финансовых решений, отдать приоритет долгосрочной стабильности над краткосрочными выгодами, рассмотреть нетрадиционные инвестиционные стратегии, если у вас есть дополнительные средства. Ну и отношения. Транзит может повлиять на отношения и обязательно повлияет через Нану-банху, о которой я рассказывал. Он будет требовать от людей эмоционального взаимодействия с близкими именно тонкого и чистого. Потому что кету огнем своим в огненном знаке будет пережигать все, что шлак, который наносной. И преодоление любых тенденций к отчуждению от отношений, то есть уходить от проблем. Этого можно достичь только лишь, когда мы прорабатываем свое эго. Ребят, ну согласитесь, да, мощно, сильно. Я о Раху рассказывал, там, да, волнения, всякие социальные и прочие дела. Вот смотрим, что происходит сейчас. Уже там волнений, по-моему, предостаточно в разных странах. Что кету делает во льве? Лев – это поле, на котором больше всего проявляется энергия руководителей, администраторов, управленцев, государственных чиновников и так далее. Будем наблюдать соединение Марса с кету во льве в июле месяце. Начиная с июля месяца будет очень веселое, ну, в кавычках очень веселое для всех руководителей. Какие-то будут изменения. Большие головы полетят, будут заменены или же уйдут с арены на мирового масштаба. Потому что кету раздаст каждому из тех, кто создает определенные трудности людям, создаст свои определенные трудности, ибо же откроется новое окно кармических взаимосвязей. Кету обнулит всех руководителей, которые бестолковые, и начнут восходить те руководители, и те президенты, и те духовные лидеры, которые действительно начнут вести людей за собой в новый путь. Особенно, когда Сатурн сместится еще и там в Овна, появится инструментарий, как для этого делать и так далее. Но это будет чуть попозже. Сейчас, как я обещал, для рака, скорпиона и рыбы, водные знаки, водная стихия, рассказываю, что у вас может происходить. Ну что, начнем с первого водного знака, это рак. Для вас активируется ось 2-8. Именно в таком порядке, потому что тайм-энергия, которая заходит во второй дом, это кету, и это означает, что определенные необычные ситуации могут происходить с вашими финансовыми накоплениями, с вашими сбережениями, с вашими родителями, ибо же второй дом, у него много очень значений, и это однозначно приведет вас к тому, что уже нервничать не нужно. Не нужно бежать за новой зарплатой, усиливать ее или вкладывать деньги куда-то, чтобы там лишь бы как-то хоть что-то перекрыться. Нет, должны быть очень необычные решения, которые покажет вам Раху, который находится в 8-м доме во Льве. И это такой очень трансформационный для вас. Вы дальше там увидите, там, конечно же, нужно много над чем будет попахать в силу того, что адаптация к этим космическим изменениям, я бы так их назвал,
терпением и спокойствием, потому что ось 2.8 – это уравновесие свое духовное развитие и свое финансовое развитие. Она принесет вам больше результата, чем что-то одно. Итак, карьера. Этот переход может принести внезапные изменения в вашей карьере. Раху в 8 доме указывает на скрытые возможности, исследовательскую работу и успех в психологии, оккультных науках, страховании и финансах. Если вы займетесь инвестициями, банковским делом или медицинскими исследованиями, это может быть очень полезно в эти 1,5 года. Однако могут возникнуть какие-то такие секретные, в кавычках, за вашей спиной идеи и взаимодействия на рабочем месте, борьба там за власть или какие-то непредвиденные сбои, связанные с заговором или еще чем-то за вашей спиной. Кету во 2 доме может повлиять на вашу коммуникацию и речь, поэтому будьте внимательны к тому, как вы взаимодействуете с коллегами и со своими клиентами в первую очередь. Терпение и стратегическое мышление помогут вам преодолеть проблемы по финансовым вопросам. А теперь вот к ним конкретно перейдем. Проблемы, связанные с рабочими процессами, либо же с вашим бизнесом. Теперь глубже пойдем в финансы. В финансовом отношении транзит приносит неожиданные прибыли очень часто, либо же потери, потому что кету действует резко. Все зависит от того, какие у вас там Радану банки, долги, помните, да, рассказывал. Раху в 8 доме может принести к внезапному богатству через наследство, бонусы или неожиданные источники, но он также может вызвать финансовую нестабильность, если риски не будут управляться должным образом. То есть вы не проанализируете то, что вы реально делаете, а просто кому-то доверитесь, все, считайте, вы в пролете. Будьте осторожны с инвестициями, поэтому больше смотрите в страхование, там какие-то совместное финансирование, поскольку могут произойти различные непредвиденные ситуации. Кету во 2 доме предлагает сокращение расходов и финансовую отстраненность, что делает вас такими меньше материалистичными. Однако это также может указывать на трудности со сбережением или конфликты из-за семейного богатства. Я бы рекомендую сосредоточиться на практическом финансовом планировании и избегать рискованных всяких вложений. По здоровью. Ваше физическое и эмоциональное благополучие, оно будет требовать однозначно вашего внимания, потому что Раху в 8 он может обнажить скрытые проблемы со здоровьем или беспокойство, которые вы очень давно откладывали. В то время как Кету во 2 он может привести к действительно трудностям с пищеварением, горлом, щитовидной железой, зубами, то есть все, что находится в области лица. Ну и это вызовет колебания на уровне энергии в силу того, что в 8 доме Раху это кишечник, а там генерируется, в общем-то, основная иммунная функция. Регулярный медицинский осмотр рекомендую и сбалансированное питание. Тогда ваш стресс будет снижаться. Если будете неправильно питаться, будете накапливать стресс в очень глубоких тканях. По семье и по отношениям смотрим. Семейные дела могут испытывать некоторую турбулентность. Кету во 2 доме может создавать недопонимание и проблемы в общении с членами семьи. Это однозначно приводит к эмоциональной отчужденности. Для вас это всегда очень сложно, ибо же семья – это ваша основа, вы без нее вообще никуда. Если у вас нет семьи или проблемы, тогда ни о каком бизнесе вообще дело не может идти нормально. Присутствие Раху в 8 доме может вывести на свет семейные тайны или нерешенные родовые вопросы. Вам нужно с осторожностью обращаться с этими деликатными темами, узнать для себя, что там у вас в роду, и больше посмотреть на то, как у вас повторяется ли линия с мамой или с папой или с кем-то или нет. Очень рекомендую в предстоящие 1,5 года развивать технику, это чистое открытое общение со своими близкими. Образование и обучение для тех раков, кто молоды, либо хотят повысить свою квалификацию. Это интенсивное время для обучения, особенно для исследовательской деятельности, потому что Раху в 8 доме, он поддерживает высшее образование в силу того, что это 3-й дом от 6-го. Это означает, что как решать проблемы, которые могут возникать в процессе вашего обучения. Ну и, соответственно, это могут быть психология, метафизика, либо же какие-то технологии. Вот, например, как в Дубае сейчас технологии развивают, прям искусственный интеллект в школах интегрируют. Однако кету во 2 доме может создавать трудности в вербальном выражении и то, как вы доносите информацию. Вот здесь, если вы начинаете учить языки, здесь либо у вас будет всплеск, либо будет очень все трудно, как кость в горле. Поэтому посмотрите как раз, как на вас влияет кету. Что же можно делать, если вы чувствуете, что сильно вас этот транзит разгоняет? Итак, самое важное первое, на все знаки я рекомендую, это читать мантры, ибо же мантра это то, что способно очень быстро и эффективно наладить ситуацию. Раху и кету найдете по ссылке под этим видео. Также я бы рекомендовал обратить внимание на драгоценные камни. Подвеска из глаза Шивы, например, она могла бы, если у вас есть ментальные волнения,
вас успокаивать, вас балансировать. Если вы чувствуете, что сильный раздрайв, тогда в тантре описывается, что можно подарить драгоценный камень достойной личности, и тогда вы часть своих долгов таким образом списываете. Это можно сделать, например, хотя бы, чтобы не промахнуться, потому что нужно понимать, какой камень дарить. Можно подарить сертификат на подбор драгоценного камня для того человека, которого вы хотите отблагодарить, или вы считаете своим наставником и так далее. Тоже ссылочка будет под этим видео. Обязательно рекомендую практиковать медитацию, ибо же для вас это средство, которое вас приводит в ресурсное состояние. Очень важно, чтобы вы не прятали свои финансовые ресурсы, а вы наоборот старались их не то чтобы обелить, но вывести в рабочее состояние. Не в сейф их складывать, а инвестировать туда, куда вы считаете на сегодняшний момент для вас наиболее будет правильным. Не сидите на мешке, потому что кету очень быстро может его сдуть в секунду. Скорпион. Итак, у вас это будет 4-й, туда заходит Раху, и у вас это кету в 10-м доме. Конечно же, это дает четкий сигнал о том, что сбавляйте амбиции по поводу карьеры, потому что кету, он говорит о том, что будет сужение, будет уменьшение возможностей. И если вы заслужили достаточное количество Арнану Банх позитивных, у вас на балансе они есть, тогда у вас будет наоборот скачок, повышение, но тут уже вы ни при чем. Вы уже что успели, то и сделали. И больше вам рекомендуется здесь сосредоточиться на внутренней части, на 4-м доме, там где Раху, это внутренняя удовлетворенность, это семейные вопросы, это обустройство жилья и прочие дела. И тогда и профессиональные амбиции, они выровняются, если будет баланс найден между 4-м и 10-м. Итак, карьера. Присутствие кету в 10-м может принести смещение приоритетов в карьере. Вы можете чувствовать себя менее удовлетворенными своей текущей работой или своими профессиональными достижениями, отчего думаю, что начнете искать более значимую работу. Уже объяснил, почему это делать не надо, но можно присматриваться. Если вы занимаете руководящую должность или владеете бизнесом, этот период может потребовать прям сильно взрослого стратегического планирования и терпения. С другой стороны, Раху в 4-м доме может принести возможности работы на дому или карьерные перспективы, связанные с недвижимостью, дизайном интерьера или гостеприимством. Будьте внимательны к внезапным изменениям в карьере, принимайте продуманные, а не импульсивные решения. По финансам теперь давайте глубже пойдем. В финансовом плане этот транзит может принести колебания доходов и расходов. В силу того, что внутреннее и внешнее нужно уравновесить. Раху в 4-м может принести расходы на недвижимость, транспортные средства или ремонт, и все что угодно. А в долгосрочной перспективе я бы рекомендовал планировать на где-то недвижимость, которую вы считаете, что она может со временем вам принести какой-то успех. Желательно, чтобы она была коммерческая. Кету в 10-м может создать отстраненных от материалистических целей, поэтому убедитесь в том, что у вас есть инструменты, как поддерживать свою финансовую дисциплину и откладывать деньги на будущее. Как это делать? Только что объяснил. Инвестировать в долгую. По здоровью. Ваше психическое и эмоциональное здоровье, оно однозначно будет требовать, чтобы вы на него обратили внимание. Потому что Раху в 4-м может приводить к стрессу, беспокойству, нарушениям сна и области грудной клетки, и все, что там связано. Раху очень часто дает такие заболевания кармические, которые тяжело диагностировать, и поэтому здесь нельзя играться с перенагрузкой на работе. В то время кету, он в 10-м доме, может вызывать истощение, связанное с работой. Я только что я объяснил это. Баланс личной и профессиональной жизни будет иметь решающее значение для поддержания общего благополучия. Регулярно занимайтесь медитацией и правильный режим сна, чтобы оставаться в нормальной форме. Семья и отношения. Раху в 4-м, конечно же, создает хаос в семейной жизни, и здесь можете попасть в такую конфликтную ситуацию, когда вам по работе могут предложить куда-то переезжать, а ваша семья не может этого сделать или не хочет. Также могут быть ссоры и какая-то эмоциональная дистанция с близкими по каким-то другим вопросам, которые не связаны с работой, а чисто внутренне ваше накипело, как говорится. Терпение и открытое общение – это то, что вам нужно делать. Избегайте споров, особенно судов, и сосредоточьтесь. Судиться не нужно со своим, потому что Раху, он такую ерунду может сотворить. Просто создавайте спокойную, ровную домашнюю атмосферу и больше старайтесь находиться за пределами дома, потому что Раху хочет расширения, ему в квартире сидеть тяжело. Те, кто обучаются, раки, в 4-м доме повышает потенциал обучения, особенно тот, который до института, то есть можно прям... Но, смотрите,
Кету, он же в 10-м, и он может создать такой недостаток мотивации, то есть вы можете не понимать, как вы примените это образование в своей карьере, поэтому на летний период я рекомендую вам, ну или вообще там, когда у вас есть отпуск, попасть на какие-то волонтером поработать, еще что-то. Кету очень сильно вам даст эту, заложит Рнану Банху наперед, что если вы волонтером по молодости поработаете, оно вам потом вернется там с троицей. Как можно гармонизировать? Если вы чувствуете, что сильно плотно уже идет, сколько, 2 недели он идет, а сегодня там середина июня. Итак, обязательно мантры Раху и Кету. Ссылочка под этим видео. Внутренняя удовлетворенность для вас, когда Раху будет в 4-м доме, однозначно может дать правильно подобранные ароматы. Можете обратиться, у нас в клубе есть Оля Амитара, она делает аромадиагностику, есть у нее сет в Европе, есть в Америке. В общем, пишите, она круто подбирает и прям успокоение наступает моментально. Также я бы рекомендовал для того, чтобы если по карьере сильно нужно развиться или удержать хотя бы баланс, Сурья Намаскар обязательно утром на нашем канале найдете ссылку и так далее. Ну и конечно же, что любые духовные практики для скорпионов это всегда силище, это то, что дает вам трансцендентную силу, поэтому практикуйте. Следующее у нас это транзит Раху и Кету для знака Рыбы. Здесь, конечно же, ситуация у вас крайне интересная. В силу того, что Раху заходит в 12-й дом. 12-й дом это за границей, 12-й дом это различные возможности, 12-й дом это всякие хотелки, безумные идеи и так далее. А Кету заходит в 6-й и говорит, подожди, нужно какие-то документальные вопросы решить, какие-то бытовые дела решить. Не дадим тебе визу, пока ты не закроешь эти вопросы, например, да, которые тебе нужно прямо сейчас. Поэтому, ну, это интересный транзит, сейчас я вам расскажу более детально. Итак, по карьере. Раху в 12-м, он будет указывать на сильную сосредоточенность на иностранных связях, творческих поисках и закулисной работе. Если вы будете работать и развиваться в таких областях, как духовность, исследования, писательство, кинопроизводство, международный бизнес, это действительно может быть период большого прогресса. Можете найти возможность в других странах, либо же в удаленной работе. Но Кету в 6-м, как я уже сказал, он заставляет осторожность, могут быть конфликты на рабочем месте, юридические вопросы или какие-то скрытые враги. Также вам следует избегать нарушений офисной политики, иначе вылетите как пробка шампанского. Это хорошее время для самосовершенствования, я бы так сказал. Повышение квалификации и работы больше в одиночестве, а не для участия в каких-то непонятных разборках, ссорах, там, еще митингах и всякой такой вот штуке. Финансы. В финансовом плане Раху в 12-м, ну, он дает непредвиденные расходы часто. Это могут быть либо инвестиции в иностранные дела, либо же на духовные затраты. Куда-то ретрит поехали или еще чего-нибудь. То есть вот так может быть. Вы можете почувствовать тягу к благотворительности, путешествиям, каким-то роскошным покупкам. Поэтому планируйте свой бюджет, ну, там, не заигрывайтесь. Потому что Кету в 6-м, он может уменьшить финансовую поддержку из-за того, что, например, кредиты как-то изменится, ситуация по кредитам, или партнеры вас начнут там стяжать с вас какие-то дополнительные налоги и всякое такое. Поэтому очень сбалансированно распределите свой бюджет на эти 1,5 года. Здоровье. Ну, понятно, что 6-12 это ось, которая говорит, что я хочу всего и побольше, вот, а Кету говорит, давай вначале мы решим базовые проблемы, что происходит у тебя с пищеварительной системой, потому что в 6-м доме это, ну, такие хронические болезни, которые именно связаны с тонким кишечником, и там однозначно нужно поделать какие-то сильно оздоровляющие моменты. Теперь, семья и отношения. Этот период может создать дистанцию... По 12-му еще, это конечности, это ноги могут страдать от того, что там плохо будет двигаться жидкость, ну и в общем травмы могут быть, потому что Раху в 12-м очень часто травмы ног дает и различные там операции. Семья и отношения. Этот период может создать дистанцию в личных отношениях из-за физического разделения между вами и вашей семьей, вашими там близкими и так далее. Это могут быть либо совсем переезд, либо переезд по работе на некоторое время. Раху в 12-м может заставить вас искать уединение, вот, а Кету в 6-м он может создавать семейные ссоры. И вот оно накладывается одно на другое. И, ну, в общем, избегайте ненужных споров и старайтесь балансировать личное пространство с вашим, ну, скажем так, профессиональным амбициями. Проводите больше времени с близкими, особенно на природе.
Образование. Для тех, кто обучается, 12-й дом, конечно же, это зарубежные исследования, это взаимодействие с другими странами, это куда-то что-то как-то необычно, куда-то в духовную историю пойти, прям сильно глубоко. Вот. Кету в 6-м, он может немножко создавать, правда, сложности с концентрацией и непонимание, что нужно делать для того, чтобы решить конкретно ту или иную задачу. Но, слушайте, если все правильно, адекватно распланировать, все будет хорошо. Если сильно накрывает Раху и Кету, читаем мантры, ссылочка под этим видео. Обязательно вам рекомендую практиковать проверенную технику медитации. Ибо же Раху в 12-м, он требует раскрыть свои индрии, органы чувств, а медитация помогает их собрать. И таким образом вы сможете удерживать баланс, как бы в центре своей энергетической карты. У нас есть уже 2 уровня медитации, которая буддийская, из палийского канона, она проверена уже несколькими годами и десятками тысяч людей, которые ее попробовали. Дальше. Я бы рекомендовал избегать обязательно ненужных юридических конфликтов и споров, которые связаны с решением каких-то ваших бытовых вопросов. Вот просто делайте все по-настоящему юридически честно и посмотрите результат, не заставит себя долго ждать. Ибо же этот период, он больше связан с духовным развитием, он больше связан с расширением вашего восприятия и узнаванием того, как в этом мире все взаимосвязано. А оно же все взаимосвязано, и важна, как никто другой. Он точно знает, что здесь, в этом мире, все принадлежит Ему, Творцу. Поэтому и вся хвала, и вся благодарность, и все заслуги только Ему. Надеюсь, это было полезно. Пересылайте это видео тем, кто интересуется духовным развитием. Пишите ваши комментарии, так ли то, что я рассказал, совпадает с тем, что вы хотите, то, что вы планируете, то, что у вас происходит. На этом все. Намасте.